Здесь из подвала доносятся какие-то хриплые стоны. Да вы что? Офигеть. Офигеть. Ребята, мне прям страшно. Очень стрёмно. Марта? Ребята, куда делась Марта? Один же раз, знаете, что было? Ой, это ужас. Тут сколько мы вызывали милицию, приезжала председатель совета. Привет, друзья! Привет, Меня зовут Марта. меня Алена, и вы на канале Отос. Да. Мы сегодня просто в грандиозном месте. Сейчас мы вам все покажем и расскажем. Нам сегодня очень повезло, потому Да. что вообще в это место попасть невозможно. Нам повезло, и мы встретили женщину, которая смотрит за этим местом, и она нас пустила поснимать внутри. В общем, посмотрите, насколько это офигительное место. Посмотрите, ребята, это костел заброшенный. Какого он, Алена, века? 18-го. 18-го. 1704 года постройки, ребята. Да, 1704. Здесь тоже есть такие, как когда... Могильные плиты, Да. ксензов. Да. Одно время этот костел был католическим, потом был одно время православным, а потом в итоге он был заброшен, поэтому... Он просто невероятный. Нам даже открыли двери, мы попросились, так как мы снимаем исторические белорусские места, нам разрешили поснимать для вас внутри. Это очень большой, можно сказать, успех, потому что Это точно. обычно сюда залазят какими-то там этими залазами. Там сразу птицы закричали. Кстати, мне рассказывала знакомая, которая залазила в это место, что здесь из подвала доносятся какие-то хриплые стоны. Реально. Ничего себе. Ну, пойдем. Что за звук? Собака. Да вы что? Ребята, это просто, смотрите, птицы живут. Главное, чтобы нам на голову, да? Не наделали, да. Плитка. Обалдеть. Ребята, это, конечно, просто невероятно. Какой-то котлован, как будто бы. Перелетают. Нарисовали Гарри Поттера. Вон, да, и нам женщина это сказала, что разрисовывают стены вандалы. Да, ее назначили старостой. А сельсовета, чтобы смотреть за этим местом. Смотри. Там что-то написано. Да. По-польски, судя по всему. Обалдеть. А пошли там, в подвал есть спуск. Пошли спустимся. Такая И плитка сохранилась. веревка висит прямо. Это была люстра. Скорее всего, да. Ну, костел прям грандиознейший. Историю, конечно же, мы всегда приложим. Троицкий костел. В
В самом начале XVIII века появился внушительный костел. С его строительством связывают одну легенду. В 1701 году Михаил Коцел, владелец этих земель и витебский комендант, выезжал с семьей на повозке из Беницы в Ашмяны. И когда в коляске находилась одна лишь маленькая дочка Коцелов, лошади резко рванули вперед и понесли за собой повозку. Девочка могла погибнуть, и все, что успел сделать Михаил Коцел, упасть на колени в молитве к Божьей Матери. Согласно легенде, лошади тут же остановились, и девочку удалось спасти. Михаил Коцел поклялся, что построит на этом месте храм, и клятву сдержал. Уже в 1704 году выросло величественное сооружение в стиле позднего барокко. Верить 3 века спустя истории или нет, дело второстепенное. Главное, что в деревне по сей день можно увидеть величественный, пусть и заброшенный Троицкий костел. После строительства костел передали бернардинцам, а рядом построили монастырь. На данный момент костел никак не огорожен, его можно беспрепятственно осматривать со всех сторон. На входе в храм находятся руины Брамы XVIII века. Сейчас само здание закрыто на замок, хотя при желании просочиться внутрь особого труда не составит. Несмотря на то, что костел уже более 300 лет, и он является историко-культурной ценностью Беларуси, его судьбой, очевидно, не интересуется вообще никто, а местные жители и заезжие любители старины жалуются, что внутри костела до сих пор можно увидеть неперезахороненные кости предположительно бывших владельцев имения. Тоже вон были фрески. Смотри, тут фрески были. Конечно, мы хотели бы заснять для вас эксперимент, но эта женщина может в любой момент вернуться. И не знаю, получится ли у нас. Вот лесенка на 2-й этаж, но она сказала, что он очень нестабильный. Хотя я бы не сказала. Ну да, здесь доски получше, чем во многих заброшках. А где подвальные помещения, слушай? Подвальные помещения, может, там сзади где-то. Как туда пробраться? Не, ну тут только наверх лестница. Я гляну. Обалдеть. Птицы как разбушевались. Мертвые птицы лежат, ребята. Офигеть, какая узенькая лестница. Еще дальше есть. Вон туда есть еще какой-то ход. Офигеть. И смотрите, есть еще дальше. Конечно же, я везде залезу. Это была бы не я. Башенка, наверное. Вон сразу тоже костельчик. Или церковь, наверное. А куда мы поднимаемся, ребята? Ой, очень сложно. Смотрите, какая лестница. Можно спокойно свалиться. Она в башню идет. Ребята, она идет в башню. Вау! Это чердак. Это чердак. Ой, а здесь нету ступеньки, смотрите. И вон там, наверное, была колокольня. Офигеть. Ребята, мне прям страшно. Выше не полезем, потому что здесь вот такая дыра. Офигеть. Ну что, будем спускаться. Обалдеть. Птицы просто сошли с ума. Собака сошла с ума, лает. Просто нереально. Марта? Марта? Куда она делась? Марта? Ребята, куда делась Марта? Птицы сходят с ума, ребята.
Очень стрёмно. Марта, ты тут? Вон, ребят, смотрите. Дохлая птица, голубь. Фух. Я прямо залезла, знаешь, куда? В башню. Вот, ребята, я почти долезла вот в эту вот башенку. То, что сейчас я вам снимала. Офигеть. О, Яис летит. Вау. Он же внутри вообще зелененький такой. Там, вони говорять, там немножко в одном угле затекает почерневший угол. Так там просто засеклить окна. Так. Это здание еще постоит. Да, Ну, 300 вот лет. да, 1700. Да. Как они так ночью приезжают и сбивают? Поделали, тут и ночью едут. Слухайте, поделали швояки оттуда, закрутили. Тут вот забили вон якими этими. Надо решетку ставить. И все равно, так замок, уже тут не открылись, замок сбиваете. Вот 2 замки уже испортили, сельсовет привез замок еще. Ну. С той стороны. Ага. Ну. И там тоже решетки поставили, потом начали тут через те окна и в подвал, там же подвал. Ага. Там стояли какие-то гробницы, там еще искали, наверное, золото. Там же захоронены были много этих, Да. из этих яких фамилий. Да, мы читали. Да. Тут же тоже похоронены из них этих стояли, или свалилась часть памятника этого. И, короче, тоже было в интернете, их там ночью мужчина ходил, снимал там мыши летучие, летали ночью. Мне показывали это видео. И знаете, что это? И тогда один раз пьяный мужчина увалився туди. И там его искали, мужчина, неделю. Потом нашли, а он, як он, чего он? И что, он там умер? Умер-то. Ну. Отсюда ж Вінниця, тут через 2 дома. Да вы Женщина что? бедная шукала, не знала. Офигеть. Як он туди? Я не понимаю, ну пьяный, то пьяный, ну як? И он туди попал в подвал. Один же раз, знаете, что было? Ой, это ужас. Тут сколько мы вызывали милицию, приезжала председатель совета. Приехали из Минска. Мне попросили еще, что вот им надо для курсовой работы. Вы нас, мы только там внутрь снять все. И обманули. А они хотели сделать дискотеку. В смысле Представляете? дискотека? Внутри, Это где? вообще, это, кажется, святым местом, таким намоленным, это сколько лет ты косила. Ну, конечно. Друзья, вы все слышали сами сейчас, что туда можно залезть. Там потерялся и умер мужчина. И я думаю, что мы, конечно же, туда полезем, чтобы провести эксперимент. Пойдемте вокруг, посмотрим. Да, можно ли все-таки Вообще туда туда забраться? Да. Вот. И, Ну. блин, стрёмно на самом деле. На крайний случай попробуем возле этой дырки, если она там будет, Пошли посмотрим, что там провести есть. эксперимент. Погнали. И сразу домик стоит, ребята, да. В окна выходят прямо, получается, у людей на костел. Ну, что-то ближе к ночи и как-то стремноватенько. Да, ребята. Будем надеяться, что что-то мы интересненькое еще заснимем. Блин, со всех сторон, конечно. Ну он прям... А, вот они. Видите, вот дырки? одна решетка, да. Одна зарешочена. Вот видите, ребята. А вторая? Сейчас я включу. Да ну нахрен. Да ну нахрен. Да ну. Да ну. Подожди. Подожди. Что-то я не врубаюсь. Здесь типа как ступеньки. Да ну, тут не ступеньки. Какие тут ступеньки? Это просто стена. Кирпич. Это просто стена кирпичная, ребята. Интересно, вы спросите, нельзя ли залезть в подвал смотри? Ну смотри, мы не нашли вход. Сюда прямо лезть, ребята, это конечно. Нет, тут глубина 5 метров, ребят. Ну, извините. Ну туда, конечно, как чувак провалился. Ну, в принципе, да, он мог спокойно головой удариться Да. об стену Да. и все. Да. Там кто-нибудь есть?
Конечно же, нет. Блин, конечно, хотелось бы туда залезть. А что возле этой решетки? А там точно такой же пролет. Да? Угу. А, не, здесь пошире даже. Ой, тут даже что-то видно, смотри. Ну, совсем чуть-чуть. Ну, пусть его знает. Ребята. Тут прямые просто углы. Да, тут сорваться можно. Тут за 2 секи. Тут даже не за что взяться, нету подстраховки никакой, уступа нет. Тут, по идее, если брать веревку, вот сюда ее цеплять и по веревке. И по веревке, да. Но мы к такому не подготовлены. Очень не хочется рисковать своим здоровьем, потому что можно на самом деле сорваться и просто свалиться туда, удариться, потому что там камни, ну прям кирпичи. И обратно вылезти тоже маловероятно. Мы не знали, что здесь такой заход, ну то есть в который нужно прям брать трос. И Да. хотя Нет. у меня же есть. Нет. Пошли покажу, что. Нет, я знаю, что. Ты сказала трос, и я поняла про автомобильный. Вот что у нее в голове, я не понимаю. Ну вот, смотри, нас машина выдерживала, значит, она нас выдержит. Смотри, он с этим, таким крюком. Ребята, я уже думаю все варианты. Я хочу туда залезть. Мы должны это сделать. Это история про мужика, который упал там и умер. Это капец. Пиздец. Знаешь, какая там атмосфера? Может, он пошел пописать, прикинь, а на стену оперся, а оперся не на стену, а на это окно, и все, и провалился. Там слишком маленькое окно, чтобы на него опереться. Тем более, Причем здесь окно? Он, может, хотел на стену, а мимо и свалился. если она говорит, вообще. что там типа искали клад. Может быть, он пьяный, поверил в себя, подумал, пойду найду клад, продам за бутылку. Решил залезть. Ёбнулся, ударился головой и бухой. Там Ну пролежал. какой там будет клад, если это все давным-давно разграбили еще в Советах? Фотки из интернета, там только черепа этих, могил, останки. В целях безопасности мы не рискуем лезть, наверное, все-таки сами. Алена, по крайней мере, мне запрещает. Однозначно. Мы хотим сейчас как-то присоединить к тросу свет и камеру попробовать. И хотя бы опустить и заснять, что находится внизу, там, в этом подвале. Ну, как-то так. Нормально, кстати, молодец, провесила. Блять, я так боюсь, Марта. А что ты боишься? Не знаю. Я сама боюсь, пиздец. Ребята собрались сделать контент, стоим и боимся. Не, сейчас я бы туда не залезла бы. Ну нахер. Там что-то еще светится. Да никого там нету. Давай. Тоді один раз п'яний мужчина увалився туди. І там його іскали, мусить, неделю. Потом нашли, а він як він, чого він? Что, он там умер? Умер, так. Я сама не свалюсь туда. Я тебя буду держать за капюшон на всякий случай. Я задержала дыхание. Но он вот стоит в одном. Вот поворачивается. Опа. Что-то с ним чуть-чуть ниже еще попробуй опустить. Левее попробуй. Опа, все. Блин. Вот, опа. Вот это стресс. Вроде ничего страшного, но как-то мочково все. Я достаю, Марта. Я думаю, что-то мы там засняли, доставай. Вы видели, что находится внутри. Мы почему-то испытали колоссальный стресс.
Сложно даже сказать, почему. Да. То есть нет даже ответа на этот вопрос, потому что около этой дырки, скажем так, безумно страшно. Непонятно. Вы уже знаете нас, что мы в последнее время вообще ничего не боимся, но тут такое как-то ощущение какого-то У меня до сих пор жути. внутри колотун такой. То есть одновременно переживаешь за оборудование, потому что, сами понимаете, но и с другой стороны ты переживаешь, а вдруг ты что-то заснимешь? А вдруг там... реально что-то кто-то есть. И с историями этой женщины... Как-то все это омрачило. омрачено очень, да. Поэтому... Сейчас мы все-таки решились провести эксперимент. Мы не будем заходить в костел, мы проведем около могилы, наверное, я так понимаю, Михаила. Да? Она сказала, что тот, кто здесь основал, тот его могила. Вот то, что мы снимали, сейчас посмотрим, да. И мы проведем, не заходя туда. Я думаю, что если здесь есть какой-то дух, который в этом месте обитает, он в любом случае должен нам отозваться. Алена в стрессе. Я не могу даже... Я 2 слов не могу связать, потому что... Страшно, очень страшно. В состоянии такого шока небольшого. Я не знаю, как это объяснить. В растерянности какой-то. Нету собранности. В общем, мы пошли. Вот, ребята, уже глубокие сумерки. Да, уже 12 час ночи, вроде как. Да. А мы все никак не уедем. А вот это вот, смотри, тут написано. Мир. У меня руки трясутся просто, капец, еще не отошла. Что мы будем спрашивать? 4, 5, 6. Сколько? Что мы будем спрашивать? Дух этого места вызовем. Я надеюсь, не 20 минут мы будем здесь. Давай попробуем. Подойди ко мне поближе. Посмотрим. Я не могу, у меня руки до сих пор ходят ходуном. Мы на фоне костела. Нам очень страшно. Собака еще будет. Скулит. Дух этого места приди. Дух этого места приди. Дух этого места приди. Ты здесь? Да нет, костел прям. А за тобой крест этот стоит, я не могу прям. Дух этого места. Ты к нам пришел? Да нет. Подожди, дай я спрошу. А ты не дух этого места? Я чувствую, что будет нет. Нет. Сразу говорить не да. А, ты святой? Нет. Ты дух мужчины, который недавно здесь умер? Нет. Ты Михаил? Нет. Ты домовой? Нет. Ты ангел? Кто-то идет. Нет. Блин, здесь деревня, здесь реально столько шумов. Дух этого места, ты здесь? Да. Ты относишься к религии? Да. Ты ксенз, который здесь когда-то служил? Да, ребята. Мы рады тебя приветствовать. Мы Спасибо, пришли что с пришел. хорошими намерениями, и мы хотим просто немножко с тобой пообщаться. Можно? Да, спасибо. Ты охраняешь это место?
Да. А ты знаешь про то, что недавно в подвале этого костела умер человек? Да. Это был несчастный случай? Да. А ты служил здесь, когда этот костел построил Михаил? Ты первый ксенц? Да. М. Мы стоим около твоей могилы сейчас. Да. Жесть какая. Ребята, мурашки, просто табунами. Извини, пожалуйста, что мы Да. снимаем и стоим около твоей могилы. Мы хотим поделиться историей этого места с ребятами, нашими подписчиками. Можно мы это сделаем? Спасибо тебе большое. А это правда, что на месте вот костел, где построен, боже, как он общительный. Наверное, видимо, сразу правда. Здесь Михаил молился о том, чтобы лошади, которые везли дочь его, остановились. Он здесь взмолил Божию Матерь. Как гласит история. Да, в общем, правда, ребят, это никакая не легенда. А в этом месте обитает только твой дух? Не могу до палочек. Даже карандаши не состыковываются, потому что руки трясутся. И колени. В этом месте обитает только твой дух? Да. А правда, что до сих пор в подвале сохранены кости и черепа? Основателей костела. Да. Да. Собака так скулит, это просто невозможно. А часто приезжают сюда люди? Часто. А этот костел когда-нибудь восстановят, как ты думаешь? Нет. Кошка пришла. Я думаю, что за шаги? А тебя видят животные, Господи. которые здесь обитают? Они тебя видят? Запрыгнул. Да. Смотри, она поэтому пришла и села на могилу его. Кошка пришла, потому что чувствует твою энергию. Поэтому она села на могилу. Да. Офигеть, ребята, вот сидит кошка. Я просто в шоке. У меня просто мандраж, капец. Мы сегодня еще раз преодолели себя. Спасибо тебе большое за общение. Извини, что мы тебя потревожили. Мы искренне надеемся, что все-таки это место будет приносить людям радость и не будет больше в заброшенном состоянии. Да, мы сейчас оставим тебе конфетку, в знак благодарности и памяти о тебе. И об этом месте. И спасибо, что ты нам откликнулся. Хорошего тебе дальше существования. Спасибо. Мы сделали следственный эксперимент с тем, что мы опустили камеру. Как бы нам ни было страшно, но мы здесь пытаемся делать классный контент, интересный, чтобы вам было интересно смотреть. Обязательно подписывайтесь на нас, делитесь нашими видео, обязательно ставьте лайк. Если есть желание, вы можете стать спонсорами нашего канала через платформу Boosty. Все ссылочки будут в описании. Да, мы рады, что вы сегодня были с нами. Обязательно комментируйте это видео. Да. Возможно, вы что-то интересное найдете. То, что мы не заметим при монтаже и вообще сейчас, потому что мы находимся немного в шоковом состоянии. У нас трясутся коленки, руки. В общем, ребята, мы надеемся на вас, на вашу обратную связь. Ну и Пока-пока. пока.